Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео будет очень необычное моделирование. Скажу только, что ранее я такого вообще не делала. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Мы уже сняли старое покрытие и готовы к моделированию. Ну а пока я щипцами буду укорачивать свободный край, вы не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Я уже предупредила, что моделирование будет необычным, а вот стандартную программу подготовки натурального ногтя к наращиванию никто не отменял. Поэтому я изначально пушером отодвигаю кутикулу, затем фрезой пламя с острым носиком вычищаю птериги. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Чтобы очистить другую сторону, я переключаю свой аппарат на реверс. В конце, конечно, прохожусь пилкой по поверхности натурального ногтя, чтобы приподнять чешуйки, а также укорачиваю свободный край. После механической подготовки натурального ногтя наношу вспомогательные жидкости. Изначально это дегидратор, а затем бескислотный праймер. Ну и когда праймер немного подсох на воздухе, наношу базовое покрытие. Использую обычную базу для гель-лака. Сегодня это база Коди. Пока я наношу базу, расскажу вам, почему сегодняшнее моделирование будет необычным и чем оно будет отличаться от всех тех, которые я делала раньше. Пару недель назад в директ в инстаграме пришло сообщение от моей подписчицы с просьбой сделать моделирование с помощью не совсем традиционных форм. Я на них посмотрела, у меня таких не было, и я решила заказать и попробовать. Хотя, честно, даже не представляла, что с этого получится и вообще получится ли сделать ногти с этими формами. Когда мне пришли эти формы, я поняла, что это совсем не формы, а обычные типсы, которые раньше клеили сверху на ноготь и потом уже выкладывали материал. Поэтому я решила немного приспособить их и попробовать их подкладывать под ноготь, точно так же, как я и делала с арочными формами. Эти типсы очень необычные, вот такие рифленые и объемные. Что с этого получится, увидим в конце. Моя модель не носит очень длинные ногти, поэтому я подрезаю форму таким образом, чтобы рисунок, эта рифленность была ближе к натуральному ногтю. Также я ножницами сразу задаю форму линию гипонихия, чтобы мне было удобно подставить форму. Аккуратно форму подставляю под ноготь. Фиксирую все своим мизинцем левой руки, аккуратно придерживаю форму и держу палец клиента. Дальше на кисть набираю обычный прозрачный гель и делаю подложку. Как видите, форма очень хорошо зафиксирована, я крепко ее держу своим мизинцем, и таким образом форма никуда не съезжает, не уходит в бок, и выходит потом в конце хороший результат. Для тех, у кого возникает вопрос, как это все сушить, просто сверху ставлю лампу. Первый слой высох, так что набираю большую каплю прозрачного материала и выкладываю второй слой. После того, как высох второй слой, снимаю форму. Могу сказать, что сделать это не так уж и просто. Я все-таки на некоторых ногтях даже очень сильно заморочилась и пришлось ее даже отковыривать. И скажу, что второй раз эту форму использовать уже нельзя. Осталось выкласть материал возле кутикулы и заполнить все пространства, где не хватает геля. После того, как материал полностью высох, снимаю дисперсный слой обычным спиртом. Приступаю к опилу. Для этой цели использую фрезу елка.
Как я и подозревала в начале своей работы с этими формами, что торец получится не очень красивый и толстоватый. Так оно и получилось, поэтому я стараюсь фрезой юла хоть немного сгладить этот торец и стончить его. С помощью обычных щипцов для кожи срезаю кутикулу. Как вы понимаете, если мне сейчас просто перекрыть ногти топом, то выглядеть это будет, не очень красиво, потому что снизу будет просвечиваться натуральный ноготь, в конце будет вот такой прозрачный край. В общем, не очень. Поэтому я изначально ноготь перекрываю очень тонким слоем базового покрытия, чтобы просто заполнить все царапинки, которые есть на ногте. Когда база высохнет, я попытаюсь цветным гель-лаком сымитировать ногтевое ложе, чтобы полностью закрасить натуральный ноготь и его не было видно. Да, наверное, очень много сейчас из вас скажут, что такие ногти делали уже абсолютно все, и она туда же. Да, действительно, возможно, многие уже и делали вот такое цветное ложе. Честно, я еще ни разу не делала, и мне интересно попробовать. К тому же у меня не возникло лучшей идеи, что можно сделать именно в такой ситуации, чтобы закрасить ложе и при этом оставить вот такой красивый прозрачный кристальный свободный край. Если у вас есть какие-то варианты, пишите обязательно в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну и в конце перекрываю и выравниваю ногти топом. Вот такой необычный дизайн у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, как вам такая идея, как вам такое исполнение. Лично мне сверху ногти нравятся, получилось очень необычно. Но все-таки они немного толстоваты, потому что нужно было спрятать весь тот объем, и получились не очень красивые торцы. Также не совсем уверена, что эти ногти будут комфортные в носке, потому что снизу осталась рифленность, и туда 100% будет забиваться всякая грязь, поэтому ногти нужно будет регулярно чистить. В общем, хочу сказать большое спасибо моей модели, что она согласилась вот на такой эксперимент и будет носить вот такие ногти. Ну а я, конечно, очень надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Если у вас вдруг тоже есть какая-то необычная идея, которую вы хотели бы увидеть в моих видео, обязательно присылайте мне ее в директ в Инстаграм. Я по возможности обязательно все воплощу в жизнь. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.